Привет, друзья, это Райс. Одно из главных условий счастливой жизни – это помнить, что она закончится. Если вы впечатлительный или слабонервный, я рекомендую вам выключить это видео. Ну а мы поговорим с теми, кто каждый день сталкивается со смертью. Мой первый день в меди был полон воодушевляющих бесед. Пришел анестезиолог, улыбался и сказал, что самые главные три вещи, которые вы должны знать: воздух входит и выходит, кровь движется по кругу и кислород. Это хорошо. Лектора приходили, и все было в этом духе. Они шутили, улыбались, смеялись, но однажды кто-то невзначай оставил на доске слово «смерть», когда стирал. И нам не нравится, когда это слово смотрит на нас. Мы завесим его, закроем, попытаемся убежать, но оно преследует нас, как луна преследует движущийся автомобиль. И все вроде бы хорошо, пока нам не нужно на него смотреть. И в этот момент я вспоминаю глаза своих пациентов, когда они понимают, что все, конец, что они скоро умрут. И я навсегда запоминаю их лица, когда они читают то, что написано на доске. Ему было 18, и накануне исследования обнаружили его в крови бактерию Burkholderia cepacia. И она печально известна своей сопротивляемостью к лечению. Некоторые опыты показывают, что она размножается даже на пенициллине. Когда она попадает в кровь, смерть становится неизбежной. Сепсис, сердечная недостаточность, функциональные сбои во многих органах – конец. По негласной договоренности мы решили оставить его последним на утреннем обходе, и когда зашли в комнату, мы увидели удручающую атмосферку. Разбросанная везде одежда, отложенный мерцающий экран смартфона, сутулый отец спит на кресле, но мальчик не спал. И первое, что он спросил, это «Я умру?». Я пытался что-то сказать, что-то пытался сказать помощник, но он уже ничего не слушал, и он все понял давно. Спустя год я стажировался в онкологическом отделении и вел около дюжины плохих пациентов. За словом «плохих» скрываются ужасные вещи. Внутренние органы отключаются, когда опухоль зажимает их. Боль такая, что от морфия толку, как от воды. И мы даем людям такие препараты, у которых в число побочных эффектов входит смерть. И однажды в этот филиал ада поступил мужчина лет 40. Он был веселым, шутил, задавал правильные вопросы перед тем, как подписать условия на лечение, прям как мы с вами. Но в его крови были обнаружены деформированные клетки, которые, вообще говоря, должны были быть защитниками иммунной системы, а оказались предвестниками лейкемии. И наша задача была в том, чтобы помочь ему продержаться ночью и утром начать химиотерапию. Но ночь его сломала. И когда я начал делать разрез в бедре для того, чтобы вставить туда катетер и объяснять ему, что иначе он умрет, он закричал. До этого момента он еще пытался сохранить мужество, но после этого уже никак. И на тот момент он понял, что не надо было считать данностью те дни, которые ему давались, те дни рождения, которые он отсчитывал. Он замолчал и не сказал ничего ни в следующий час, ни в 2, ни на утро. А что еще можно говорить перед лицом такого сознания? На 4-м курсе я провел месяц неврологии, и здесь я сталкивался с пациентами, которые были в самом плачевном состоянии. Одним из таких был подросток, который был на 8-м дне эпилептического припадка. Третий пришел сюда, пожаловавшись на судорогу в пальце, и застрял с неизлечимой болезнью Лу Геррига. А самым тяжелым был тот момент, когда просили признать, что мозг пациента мертв. Иными словами, я пришел к этому мужчине и делаешь ему вредную стимуляцию, дергиваешь веко, бьешь по трахее, льешь холодную воду в уши, а он ничего не чувствует. Смысл этой процедуры в том, чтобы признать, а овощ ли перед нами, в котором придерживается жизнь, уже чисто искусственно, или же человек. И вот мы вышли из палаты, чтобы посоветоваться и обдумать, как сказать об этом родственникам, как увидели через зеркало, как вдруг все неожиданно всполыхнулись. Мы пришли сюда и увидели, что он лежит, и у него были открыты глаза. Он реагировал абсолютно на все, он нас слышал, но ответить не мог. И тут-то меня поразило. У него был синдром запертого внутри. О нем много статей в учебниках, о нем читают лекции, но не потому, что он встречается слишком часто, а лишь из-за того, что он крайне драматичен. Происходит небольшое кровоизлияние, там, где нервные волокна соединяют головной мозг с телом, и все. Ты все видишь, но ничего не чувствуешь и никогда в жизни уже не можешь пошевельнуться. Но в этот самый момент мы увидели, как сестра закричала, и вся его семья тоже встала с кресел, потому что он зашевелил рукой. «Это невозможно», — сказал мне врач, с которым мы смотрели. И он сказал: «Запомни этот момент, сейчас только что ты видел чудо». И что я неоднократно видел в своих пациентах, так это то, что мы наделяем смерть излишне большой властью, как будто мы ей нужны. Мы пытаемся отгородиться от нее, спрятаться, не замечать. Мы, в общем-то, надеемся на чудо. Но чудо не происходит. И вот когда она приходит, сама мысль о смерти сковывает нас, лишает остатков человеческого еще при жизни.
затыкает нам рот. Не самый достойный способ уйти, правда? Единственный способ достойно с ней обходиться — это жить, заниматься своими делами, но помнить, что однажды она займется тобой. Возможно, даже завтра. И именно тогда, когда ты это поймешь, ты будешь больше ценить тот день, когда ты просыпаешься, и тот каждый глоток воздуха, который ты делаешь. На улице Дикий Мороз этот ролик я планировал еще с января месяца. Я знал, что я его сделаю, что я обязан его сделать. И наконец я его сделал, и я честен перед собой и перед вами. Но перед тем, как его выкладывать, я вспомнил, что один мой подписчик со мной общался, разговаривал буквально пару месяцев назад именно на эту тематику. Я пообещал ему, что, чувак, скоро выйдет ролик, и я сделаю так, чтобы он тебе понравился, и я постараюсь вложить в него нечто большее, чем вкладываю в обычные ролики. Но, к сожалению, он уже ничего не увидит и не оценит. Он мертв. Надеюсь, он окажется полезным хотя бы тебе.